21 января 1973 года самолет Ан-24Б предприятия «Аэрофлот» выполнял пассажирский рейс 6263 по маршруту Краснодар-Пермь с промежуточными посадками в Волгограде, Саратове и Казани. На борту самолета находились 5 членов экипажа и 34 пассажира, а пилотировал самолетом экипаж из 241-го летного отряда. В 20 часов 46 минут рейс 6263 вылетел из Казанского аэропорта и после набора высоты занял высоту 5700 метров. Погода в аэропорту прибытия ожидалась удовлетворительной. Ночное небо было покрыто слоисто-кучевыми облаками с верхней кромкой 4200 метров, в которых наблюдалась слабая болтанка и слабое обледенение, а ветер был сильный северо-восточного направления. Экипаж связался с диспетчером на вышке Пермского аэропорта Большое Савино и доложил пролет Ижевска. В ответ диспетчер дал указание следовать по маршруту на дальний привод радиомаяка. В 23 часа 48 минут самолет находился уже в 130 километрах от аэропорта по азимуту 240 градусов. В 23 часа 54 минуты экипаж передал диспетчеру о расчетном времени начала снижения, в ответ на что получил разрешение снижаться до высоты 4500 метров с докладом. Экипаж подтвердил получение информации. Это была последняя радиопередача с самолетом, который на последующие вызовы уже не отвечал. Ан-24 летел по магнитному курсу 60 градусов с приборной скоростью 350 км в час, когда экипаж при выключенном автопилоте начал осуществлять снижение со средней вертикальной скоростью 10 метров в секунду. Авиалайнер разогнался до скорости 460 км в час, после чего режим работы двигателей был уменьшен. В это же время, в 23 часа 55 минут, по неустановленным причинам, самолет стал крениться вправо, а его поступательная и вертикальная скорости начали расти. За 20 секунд крен достиг 90 градусов, из-за чего подъемная сила упала до нуля. И Ан-24 начал круто снижаться, разогнавшись до приборной скорости 860 км в час. На высоте 2500 метров из-за колоссальных аэродинамических перегрузок возникла сильная вибрация и начали разрушаться крыло и хвостовое оперение. Но при этом экипаж не предпринимал никаких мер по предотвращению данного падения. Лишь незначительно были отклонены элероны на левый крен. В 23 часа 56 минут перевернутый самолет с приборной скоростью свыше 860 км в час и вертикальной 45 метров в секунду плашмя рухнул в поле на глубокий снег. На следующий день в 14 часов место падения было найдено в 900 метрах северо-западнее Петухова, Большесосновского района Пермской области, в 91 километре от контрольной точки Большое Савино по азимуту 240 градусов. Правая и левая плоскости были обнаружены в 550 метрах от самолета, части хвостового оперения в 300 метрах. Люк радиоотсека и отражатель антенны радиолокатора находились примерно в 2 километрах, а части обтекателя радиолокатора и куски звукоизоляционного материала в 5 километрах от основного места падения. Некоторые выжившие после падения пассажиры скончались в первые часы среди обломков от раны мороза. Был найден выживший пассажир, пытавшийся доползти до ближайшего дома, но по пути в больницу он умер от ран. Таким образом, все 39 человек на борту самолета погибли. Расследованием причин катастрофы самолета Ан-24 рейса 6263 занялось Министерство гражданской авиации СССР. Согласно предварительным выводам, причиной катастрофы стал быстро развивающийся правый крен, который привел к резкому снижению Ан-24 и увеличению скорости выше запредельной, что привело к разрушению в воздухе. Среди возможных причин возникновения крена рассматривались столкновение в воздухе с посторонним предметом, который либо разрушил систему управления, либо оказал воздействие на экипаж, разрушение или заклинивание в системе управления рулей высоты, разрушение электрической системы управления элеронами, отказ авиагоризонтов, спровоцированный выводом самолета на значительные углы крена
При отсутствии в дальнейшем энергичных действий экипажа по выводу самолета из крена и снижения, разрушение носового обтекателя, вероятно, произошло уже на высоте 3000 метров, и его могло вызвать либо упругая деформация стыкового кольца из-за колоссальных динамических нагрузок, либо удар посторонним предметом в полете, приведший к локальному повреждению обтекателя и дальнейшему разрушению на больших скоростях. Но однозначно установить факт того, что самолет столкнулся с посторонним предметом, было невозможно, так как при ударе о землю его конструкция полностью разрушилась. По результатам расшифровки данных бортового самописца МСРП-12 и изучения обломков было установлено, что автопилот во время снижения был выключен, а отказов рулевого управления не было, как и разрушения фонаря кабины и разгерметизации самолета. Электрические системы, пилотажно-навигационные приборы и двигатели также были исправны. Признаков взрыва или пожара эксперты не обнаружили. Состояние здоровья членов экипажа исключало возможность потери работоспособности в полете. Зато на внешней поверхности носового обтекателя было найдено отверстие 230 на 285 мм. При этом соответствующий данному отверстию кусок обшивки обнаружить не удалось. Также в районе этого отверстия на внутренней части обшивки имелось еще одно продолговатое отверстие, хотя и меньше размерами, а разрывы направлялись в разные стороны, что свидетельствовало о пробое. На внутренней части обшивки эксперты нашли следы краски оливкового цвета, а на капоте двигателя были следы краски темно-зеленого цвета. В наружной обшивке обтекателя в краях отверстия были найдены 2 хлопковые волокна и мелкие волокна черного цвета. Министерство обороны заявило, что никаких полетов, стрельб и запусков беспилотных аппаратов в этом районе не было. По данным гидрометеослужбы, запусков метеозондов в данном районе не было, а метеозонды, запущенные в других районах, не могли оказаться в этом месте. Истинную причину катастрофы определить не представилось возможным. Вероятной причиной катастрофы является столкновение самолета в воздухе с посторонним предметом, который либо вызвал нарушение работоспособности системы управления, либо нарушил работоспособность экипажа. Носовой обтекатель фюзеляжа имеет достаточную статическую и динамическую прочность и не разрушается при нагрузке, превышающих расчетные. Вероятной причиной его полного разрушения является воздействие аэродинамических нагрузок, значительно превышающих предельно допустимые, при наличии на обтекателе существенных повреждений. Ранее имелись случаи столкновения самолета с радиозондом. Последний 23 ноября 1971 года с самолетом Ан-2 Туркменского управления гражданской авиации, который столкнулся с радиозондом при наборе высоты после взлета из аэропорта Красноводска. Установить, какой предмет был окрашен краской, следы которой были найдены на деталях самолета, в связи с широким применением данной нитрокраски во всех отраслях народного хозяйства. Смотрите также. 30 декабря 1967 года самолет Ан-24Б авиакомпании «Аэрофлот» выполнял внутренний рейс 51 по маршруту Рига-Лиепая. Ан-24 вылетел из Риги в 7 часов 50 минут утра и после набора высоты занял крейсерскую высоту 3300 метров. Пилотировал его экипаж 106-го летного отряда. На борту лайнера находились 5 членов экипажа и 46 пассажиров. Но при заходе на посадку в аэропорту Лиепая самолет потерпел крушение.